Этот прибор выглядит как обычный DP5, но на самом деле это единственный медицинский дозиметр во всей серии. Зачем армии понадобилась такая версия? И чем она отличается, если внутри почти та же самая схема? Ответ скрывается в одной, на первый взгляд, незначительной детали – в счетчике. Именно из-за него этот прибор умеет то, чего не могут остальные DP5. Давайте разберемся, чем DP5M отличается от своих собратьев и какую задачу он на самом деле решал. Привет, друзья! Вы уже хорошо знакомы с серией военных дозиметрических приборов DP5, которые выпускались в СССР в течение десятков лет в огромных количествах. Но сегодня у меня на обзоре самая редкая модификация из этой линейки – медицинский радиометр-рентгенметр DP5M. DP5M предназначен для обнаружения и измерения мощности гамма-излучения, а также для обнаружения и измерения плотности бета-потока. Для тех же целей создавались и все остальные приборы серии DP5, и в целом характеристики у них сходные. Однако отличие в том, что DP5M – единственный в линейке радиометр, позволяющий измерять мягкое бета-излучение при помощи торцевого счетчика со слюдяным окном. Диапазон измерений DP5M по гамма-излучению составляет от 50 микрорентген в час до 200 рентген в час, а по плотности бета-потока от 100 до 1 миллиона частиц в минуту с квадратного сантиметра. Прибор имеет 7 рабочих поддиапазонов, 4 из них по бете и 6 по гамме, среди которых есть 3 объединенных бета-гамма поддиапазона, отличающихся методикой проведения измерений. Погрешность измерений достаточно велика и составляет от 35 до 50% в зависимости от поддиапазона измерений и вида излучения. Время установления показаний также зависит от поддиапазона и колеблется от 20 до 60 секунд, что, кстати, больше по сравнению с приборами DP5A и другими модификациями. Давайте рассмотрим комплект радиометра DP5M. Как и все другие, этот прибор поставлялся в фанерном гладочном ящике размером 50 на 30 на 13 см, окрашенном нитроэмалью защитного армейского цвета. Конструкция ящика ничем не отличается от ящика DP5A. Здесь используется та же самая фурнитура: металлические оковки для углов, замки-защелки, скользящие петли и удобная чемоданная ручка. Никаких дополнительных ножек у ящика нет. Внутри мы видим радиометр DP5M и его сопутствующие аксессуары. На крышке ящика размещены телескопическая штанга для зонда, руководство по эксплуатации прибора и схема раскладки имущества. В нижней части ящика хранится сам радиометр-рентгенметр в футляре, колодка питания, головные телефоны, ремни, а слева под крышкой находятся запасные детали и некоторые аксессуары. В небольшом отделении располагаются элементы питания. Давайте рассмотрим комплект поподробнее. Колодка питания выглядит довольно необычно. Я впервые встречаю такой тип кабеля – 2 скрученных провода в изоляции. Сама же колодка стандартная для первых DP5. Она предназначена для подключения к автомобильному или мотоциклетному аккумулятору, либо к другому источнику постоянного напряжения 3, 6 или 12 вольт. Внутри колодки находится делитель напряжения, формирующий нужное питание. Входное напряжение указывается с помощью перемычек. Их здесь две, потому что одна цепь идет на питание электрической схемы прибора, другая на питание подсветки. Ну а сама колодка устанавливается в батарейный отсек вместо штатной крышки. Длина кабеля 10 метров. Головные телефоны TG7M стандартные для серии DP5 и других дозиметрических приборов. В ранних вариантах оголовье было кожаным, как здесь. Впоследствии его заменили на тканевое. В комплекте с радиометром прилагаются 2 ремня для переноски – плечевой и поясной. Одного ремня недостаточно, так как футляр с ним стремится к опрокидыванию. Очень интересный чехольчик располагается на одном из ремней, и довольно непросто догадаться, для чего он нужен. Но если его сдвинуть, все становится ясно. Под чехлом скрывается оригинальная отвертка. Конечно, пользоваться ей неудобно, зато она всегда рядом с прибором. Под сдвижной крышкой есть несколько отделений для запчастей.
В моем случае почти все заполнено комплектами защитных пакетов для зонда. Их тут явно с избытком. Хотя, например, головные телефоны должны храниться именно здесь. Есть один запасной счетчик C3BG. К сожалению, второго счетчика C15BG в моем комплекте нет. Не хватало также отверток и запасных прокладок, поэтому их я купил дополнительно. Но остальные мелочи присутствуют. Во-первых, это регулировочные шайбы и кольца для установки счетчика C15BG. Во-вторых, это различные запасные части. Защитные колпачки для телефонного гнезда, заглушка корректора стрелки микроамперметра, колпачки тумблера подсветки, манжета для переключателя, несколько винтиков, а также две запасные лампочки подсветки шкалы. Руководство по эксплуатации и технический формуляр прибора мы рассмотрим позднее. Внимание заслуживает телескопическая штанга. Конструктивно она не отличается от штанги DP5A. Разница лишь в зажиме. В данном случае он предназначен для обхвата зонда DP5M. С внутренней стороны приклеены резинки, чтобы не царапать поверхность зонда. Благодаря телескопическому механизму можно менять длину штанги в диапазоне от 45 до 72 см. Карабин необходим для крепления к поясу оператора при переноске. Ручка раннего типа из ребристой резины, и она более удобная и долговечная, чем поздняя пластиковая. Также можно обратить внимание на табличку со схемой раскладки имущества, которая помогает ориентироваться в отсеках ящика. Еще на дне был приклеен интересный ярлык от производителя, но он оказался разорван пополам, и мне пришлось его извлечь и склеить. Теперь рассмотрим футляр радиометра. Он изготовлен из искусственной кожи и состоит из двух отсеков – для пульта и для зонда. Сбоку футляр имеет петли для крепления ремней, причем для каждого ремня отдельная петля. В дальнейшем эти элементы упростили и заменили на единую пластину. Футляр предохраняет прибор от механических воздействий, а также от дождя и радиоактивных загрязнений. Крышка футляра имеет окно из оргстекла для наблюдения за шкалой. Рамка вокруг окошка стальная. В нижней части основного отделения есть прорезь, через которую можно пропустить провод колодки питания. На внутренней стороне крышки размещена пластина с правилами пользования прибором. Это радиометр раннего года выпуска, и более никакой информации на ней нет, хотя у последующих приборов сюда добавили таблицу с пределами измерительных поддиапазонов. Интересно, что буквы не просто напечатаны, они слегка выступают наружу. Это технология электрохимического травления, раньше применялась довольно часто. Зато в моем экземпляре прекрасно сохранился стронциево-итриевый контрольный источник для проверки работоспособности прибора. Он находится под стальной шторкой для экранирования бета-излучения. Источник довольно активный. Современный радиометр регистрирует порядка 15 тысяч частиц в минуту с квадратного сантиметра на небольшом расстоянии. Радиометр фиксируется в футляре с помощью двух кожаных хлястиков. Общее состояние комплекта отличное, видно, что он не был в эксплуатации. Ну а теперь, наконец, перейдем непосредственно к самому радиометру. DP5M состоит из пульта и измерительного зонда, соединенных мягким кабелем длиной 1,2 метра. Корпус пульта выполнен из красивого стекловолокнита, прочного и стойкого к загрязнениям материала. Помимо механической прочности, он обеспечивает возможность дезактивации поверхности. В 60-е годы это был, пожалуй, один из лучших материалов для изготовления корпусов приборов. Сам пульт состоит из верхней панели и кожуха с батарейным отсеком. Внутри корпуса находится шасси с деталями, которые мы обязательно рассмотрим позже. На панели управления расположены микроамперметр с измерительными шкалами, 9-позиционный переключатель режимов работы, регулятор настройки питания режим, кнопка сброса показания и тумблер включения подсветки шкалы. Слева находится гнездо для подключения головных телефонов.
А справа гнездо кабеля, соединяющего пульт с зондом. В центральной части панели размещен шильдик с наименованием прибора DP5M, эмблемой производителя Киевский завод радиоприбор, серийным номером 130 и годом выпуска 1967. В нижней части кожуха находится крышка батарейного отсека, закрепленная 4 невыпадающими винтами. Здесь же хорошо видна резиновая прокладка. На боковых сторонах корпуса нанесена специальная маркировка, указывающая расположение центра счетчика C3BG, находящегося внутри пульта. Корпус зонда имеет цилиндрическую форму диаметром 40 мм и выполнен из оцинкованной стали. С торцевой части навинчен защитный экран, который одновременно выполняет функцию фильтра бета-излучения. Внутри размещены счетчики, монтажная панель и элементы электрической схемы регистрации и нормализации импульсов, которые мы рассмотрим позже. Градуировка измерительного прибора отличается от DP5A, но похожа на DP5, хотя и с некоторыми отличиями. Как видно, здесь не две, а три шкалы. Верхняя шкала расположена отдельно, а две остальные совмещены друг с другом. Если присмотреться внимательнее, то можно увидеть, что шкалы подписаны греческими буквами бета и гамма. То есть по шкале бета мы измеряем бета-поток в распадах в минуту с квадратного сантиметра. А по шкалам гамма – гамма-излучение в миллирентгенах или рентгенах в час. На правой стороне приборной панели расположен галетный переключатель с 9 фиксированными положениями. С его помощью осуществляется включение и выключение устройства, перевод его в режим настройки питания, а также выбор необходимого измерительного поддиапазона. Еще одно существенное отличие от прибора DP5A заключается в том, что у DP5M предусмотрено не 6 рабочих поддиапазонов, а 7. При этом первые 3 из них обозначены символом гамма, четвертый символом бета, а оставшиеся 3 гамма и бета. Все обозначения нанесены прямо на корпус методом гравировки. Все, что относится к гамме, закрашено черным, а к бете – красным цветом. Поддиапазон с обозначением 200 используется для измерения высоких уровней гамма-излучения, вплоть до 200 рентген в час. Показания в этом случае снимаются по нижней шкале прибора, который имеет градуировку от 5 до 200 рентген в час. Такие измерения выполняются на высоте 1 метра над поверхностью Земли. Для этого задействуется счетчик, размещенный непосредственно внутри пульта прибора. Два следующих поддиапазона умножить на 10 тысяч и умножить на 1000 предназначены для регистрации более низких уровней излучения, соответственно от 0,5 до 5 рентген в час и от 50 миллирентген в час до 500 миллирентген в час. Считывание показаний при этом осуществляется по средней шкале и умножается на соответствующий коэффициент. Также 3 последних поддиапазона относятся в том числе к измерению гамма-излучения соответствующими множителями. На указанных поддиапазонах измеряется гамма-излучение непосредственно в той точке, где расположен зонд прибора. 4, 5, 6 и 7 поддиапазоны служат для определения бета-зараженности различных объектов. Этот параметр выражается в количестве частиц в минуту на квадратный сантиметр поверхности. Показания снимаются по верхней шкале, и полученное значение необходимо умножить на коэффициент, выбранный с помощью переключателя. Например, при работе на поддиапазоне умножить на 1000 показания увеличиваются в 1000 раз, что позволяет измерять плотность бета-потока до 1 миллиона частиц в минуту на квадратный сантиметр. В то же время на наиболее чувствительном поддиапазоне верхний предел составляет до 1000 частиц в минуту. Измерения бета-излучения выполняются на расстоянии 1 см от поверхности объекта. Газоразрядный счетчик C15BG работает на последних 4 поддиапазонах, а счетчик C3BG внутри зонда на 2 и 3. Питание прибора осуществляется от 3 хорошо знакомых элементов КБ1 на 1,5 вольта. 2 из них питают основную схему радиометра, а 3 – подсветку шкалы. Для их установки необходимо отвинтить 4 винта крышки батарейного отсека. Здесь, однако, вы видите обычные батарейки 2А. Дело в том, что прибор мне достался именно в таком виде.
контактные пластины были подогнуты под размер элементов. Поэтому я решил ничего не исправлять, так как современные батарейки 2 более емкие и безопасные в эксплуатации. Тем не менее, я показал, как устроен батарейный отсек. Теперь можно включать прибор. Для этого необходимо повернуть переключатель в положение режим. Радиометр включился, слышен тихий писк блокинг генератора. Нужно подождать несколько секунд, пока он запустится, после чего регулятором режим установить стрелку микроамперметра на специальную отметку. Немного отвлекусь и напомню, что на шкалу нанесен фосфоресцентный состав, благодаря которому она могла светиться некоторое время после пребывания на свету. Однако сейчас этот состав уже почти утратил свои свойства. Но при необходимости можно воспользоваться подсветкой шкалы, которая включается соответствующим тумблером. Внутри установлены две лампочки, и расположены они непосредственно под шкалой, поэтому подсветка очень хорошая. Если необходимо, можно подключить головные телефоны для прослушивания импульсов. Далее нужно выбрать измерительный поддиапазон. Поскольку вокруг меня радиации нет, я переключусь на последний, самый чувствительный. Сейчас датчик зонда закрыт стальным экраном, поэтому счетчик регистрирует только гамма-излучение. Фон нормальный, и мы слышим очень редкие щелчки. Скорость счета у Си-15БГ несколько ниже, чем у СТС-5 или СБМ-20, поэтому стрелка отклоняется довольно неспешно. И хотя она не доходит до первой значащей цифры, мы можем условно оценить окружающий фон примерно в 15 микрорентген в час. Если попробовать измерить мягкий бета-источник, то никакой реакции мы не увидим, что неудивительно. Урановое стекло почти не излучает гамму, а бета-частицы сквозь экран не проходят. Поэтому необходимо снять фильтр с корпуса зонда. И вот теперь счетчик уверенно регистрирует поток бета-излучения. Причем стрелка уходит в зашкаливание, то есть плотность потока превышает 1000 частиц на квадратный сантиметр в минуту. Это говорит о необходимости переключиться на менее чувствительный поддиапазон. И здесь мы оцениваем бета-излучение примерно в 1200 частиц. Однако по факту результат может вызывать вопросы, потому что современные радиометры показывают примерно в 2 раза меньшие значения. Причем у всех известных мне владельцев радиометров DP5M наблюдается такое же двукратное завышение показаний. Тем не менее, я выяснил, что это нормально, и, возможно, потом сниму отдельное видео на эту тему. Ну и, конечно же, стоит упомянуть, что для корректного вычисления плотности бета-излучения необходимо провести два измерения: гаммы с установленным экраном и суммарного излучения гамма плюс бета при снятом экране. После этого из второго показания нужно вычесть первое, получив итоговое значение бета-потока. Обязательно стоит напомнить, что в комплект DP5M входит большое количество полиэтиленовых чехлов для зонда. Поскольку счетчик здесь полностью открыт, такие измерения следует проводить только в защитном чехле. Вот так он надевается. И вот так выглядит в рабочем виде. Все очень удобно. А теперь сравним работу по измерению гамма-излучения. Я возьму вольтметр с радиевой светомассой. Радиометр МКС показывает примерно 5 миллирентген в час. Теперь давайте измерим этот источник с помощью DP5M. И будем делать это на предпоследнем поддиапазоне умножить на 10. Радиометр показывает то же самое. То есть по гамме прибор откалиброван вполне корректно. Более того, я проверял его на разных гамма-источниках. Возможно, у многих из вас возникнет вопрос, можно ли с помощью DP5M обнаруживать альфа-излучение.
Ведь слюдяной счетчик теоретически на это способен. Давайте проверим. Для этого воспользуемся альфа-источником из учебного набора. Сначала я проверю работу радиометра, накрыв образец листом бумаги. Как видим, прибор ничего не обнаруживает, потому что частицы не проходят сквозь бумагу. Теперь я уберу листок, и стрелка тут же уходит в зашкаливание под действием альфа-частиц. Вот еще один интересный эксперимент. Я буду медленно подносить источник к торцу датчика. На расстоянии пары сантиметров никакой реакции нет, так как альфа-частицы не долетают до счетчика. А вот если поднести источник ближе, радиометр тут же фиксирует альфа-поток. Конечно, мы не можем определять альфу в количественном отношении, однако регистрировать такой тип излучения возможно без всяких проблем. И, кстати, более ни один радиометр в серии DP5 такого делать не умеет. Давайте теперь откроем корпус и посмотрим, как устроен DP5M. Он держится на двух винтах. В нижнем кожухе находятся клеммы для подключения проводов питания. Это удобно, так как провода легко отсоединяются. Эта часть корпуса окрашена светлой краской, чтобы свет от лампочек лучше отражался и ярче освещал шкалу. Здесь мы видим шасси прибора. Монтажная плата также выполнена из стекловолокнита. Чтобы открыть шасси, нужно открутить всего один винт. В этой части находятся элементы высоковольтного преобразователя или блокинг-генератора. С обратной стороны расположены трансформатор, конденсатор блокинга и газоразрядный стабилитрон. Кстати, транзистор P14 мне пришлось заменить, поскольку изначально генератор не хотел нормально запускаться. Это группа дозирующих конденсаторов измерительных поддиапазонов, а на другой стороне соответствующие им резисторы. Накопительный конденсатор интегрирующего контура ЭТО-1 я также заменил, потому что старый оказался полностью неисправен, из-за чего стрелка прыгала на пол шкалы при каждом импульсе. А как раз именно он отвечает за плавность ее движения. Интересно, что в DP5M емкость этого конденсатора составляет 50 микрофарад, тогда как в остальных приборах серии DP5 20 микрофарад. Такая разница связана с более медленным счетчиком C15BG. Он дает меньше импульсов, чем STS5 или SBM20. Поэтому для стабильных показаний пришлось увеличить емкость конденсатора, а также время измерения. Впрочем, я установил конденсатор не на 50, а на 30 микрофарад, и он работает вполне адекватно. Если сравнить плату DP5M с платой DP5A, на первый взгляд заметно лишь минимальное отличие в паре тройки деталей. У платы DP5A даже есть незадействованные установочные отверстия, которые используются в DP5 без буквы и DP5M. А вот если сравнить DP5 и DP5M, то визуально отличия вовсе незаметны, если не знать, куда смотреть. Однако разница между всеми перечисленными приборами есть и в номиналах деталей, и в распайке галетного переключателя. Эти радиометры похожи, но отнюдь не одинаковы. Обратите внимание, что контакты подписаны, например, 15-15 или 32-32. Это не номера деталей, а именно номера контактов. Можно открыть руководство, найти эти числа и определить, какая деталь должна здесь стоять. В центре платы размещен счетчик C3BG, работающий на поддиапазоне 200. Над ним установлены две 1-вольтовые лампочки подсветки шкалы. С обратной стороны находятся подстроечные резисторы для поддиапазонов, каждый из которых имеет соответствующую пометку. В верхней части установлен микроамперметр М132 на 10 микроампер, галетный переключатель, регулятор режима и кнопка сброс с тумблером подсветки. Кстати, регулятор питания представляет собой проволочный реостат. Что хорошо в DP5M, несмотря на упомянутые ранее отличия, все же его схема очень сходна со схемой распространенного DP5A или DP5, а некоторые узлы совпадают полностью. Поэтому этот прибор можно без проблем отремонтировать. Да и сами детали отличаются хорошей надежностью, за исключением, пожалуй, конденсатора ЭТО-1.
Я еще ни разу не видел и не слышал, чтобы кто-то проводил опыт с облучением внутреннего счетчика DP5, того самого, что используется при очень высоких уровнях радиации. Давайте проверим, работает ли этот поддиапазон вообще. Наблюдаем за нижней шкалой. Напомню, что счетчик C3BG работает в токовом режиме, показания в рентгенах в час. Мощности источника недостаточно для полноценной проверки, однако стрелка все же сдвигается с нулевой точки и показывает 2-3 рентгена в час. По-моему, это первый в интернете эксперимент с демонстрацией работы внутреннего счетчика. Теперь настала очередь посмотреть устройство зонда. Он разбирается немного сложнее, чем пульт, и требует аккуратного откручивания большего количества деталей. На торцевой части находится слюдяной счетчик C15BG, установленный в специальную колодку. На его корпус надето несколько шайб, регулирующих расстояние от счетчика до торца зонда в собранном состоянии. Таким образом настраивается чувствительность с учетом разброса размеров счетчика по высоте. На счетчик надета резиновая манжета для герметизации зонда. Надо сказать, что C15BG крайне редкие счетчики, и на момент съемки этого видео в продаже их уже давно нет. Поэтому я даже не хочу вынимать его из колодки, чтобы случайно не повредить лишним движением. К счастью, пока еще можно приобрести очень похожий счетчик из BT13. Он имеет аналогичные счетные характеристики и схожий форм-фактор, хотя немного длиннее по высоте. При необходимости его можно установить в зонд DP5M, если заменить колодку на более тонкую. При наличии 3D принтера это не проблема. На монтажной плате, также выполненной из стекловолокнита, мы видим второй более грубый счетчик C3BG, работающий на двух старших гамма-диапазонах. Здесь же размещены элементы схемы регистрации и нормализации импульсов, нагрузочные резисторы, конденсаторы и два тиратрона. Нормализатор необходим для того, чтобы все поступающие от счетчика импульсы преобразовывать в одинаковый по амплитуде и длительности вид. Это нужно для более корректного подсчета мощности дозы. Электронная часть зонда полностью аналогична другим приборам серии DP5. Ну что ж, давайте проведем еще один эксперимент и облучим и этот счетчик C3BG тем же источником. Проверку работы осуществляем в гамма-диапазоне умножить на 10 тысяч. Показания снимаем по средней шкале. Здесь стрелка показывает немного большую мощность дозы, примерно 3,5 рентгена в час. Если помните, у DP5M есть один поддиапазон только для бета-измерения, умножить на 1000, для очень мощных потоков частиц. Интересен он тем, что в нем счетчик C15BG работает в токовом режиме, минуя нормализатор импульсов. Ионизационный ток подается напрямую в интегрирующий контур прибора. В комплекте с радиометром идут две брошюры – инструкция и формуляр. Поскольку у меня прибор раннего 1967 года выпуска, оба документа отпечатаны не типографским, а копировальным способом, что даже добавляет им ценности. В техническом описании указаны назначение и состав радиометра. Все иллюстрации выполнены в виде вклеенных фотографий. Такое мы уже не раз встречали в ранних инструкциях к старым приборам. Здесь можно подробно ознакомиться с конструкцией пульта и зонда, а также с другими элементами комплекта DP5M. Также достаточно подробно описан принцип работы и приведено пояснение электрической схемы. Далее следуют инструкции по эксплуатации, подготовка к работе, порядок работы и техническое обслуживание. Все изложено достаточно подробно, включая вопросы градуировки. Приведена и вся информация по используемым деталям, проводникам, соединениям и прочему. К сожалению, в
Вкладки со схемами по неаккуратности сброшурованы вместе с остальными листами, поэтому развернуть их без повреждения нет возможности. Вторая интересная книжечка – это технический формуляр прибора. В нем приведены технические данные, комплект поставки и градуировочные характеристики. Свидетельство о приемке говорит о том, что данный радиометр номер 0130 был выпущен 25 мая 1967 года. Последующие данные о консервации, перемещении и эксплуатации прибора не заполнены. Это говорит о том, что радиометр фактически не использовался. Есть данные о первоначальной поверке градуировки прибора, также от 25 мая 1967 года. Повторная поверка была проведена лишь 2 июня 1988 года в войсковой части 52361, которая располагалась в Кубинке под Москвой. Больше никаких записей в формуляре нет. Однако я нашел еще один вложенный листок, свидетельство о поверке от 25 июля 1980 года. Правда, не от моего прибора, у него другой заводской номер. Но здесь интересно то, что ДП-5М с номером 00105 принадлежал войсковой части 92607, находившейся в городе Балашиха под Москвой. Эта часть имела полное название «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора». Также мной был обнаружен бланк рентгеновского отделения Центральной поликлиники номер 8 Министерства обороны СССР, которое тоже располагалось в Балашихе. Это действительно подтверждает, что ДП-5М не случайно назывался медицинским радиометром. Однако, когда берешь в руки ДП-5М, возникает вопрос, почему он медицинский? Внешне и внутренне это почти тот же ДП-5, но назначение у него иное. Обычные ДП-5 использовались для радиационной разведки, измеряли общий фон и искали опасные участки. А медицинской службе требовалось другое – проверять конкретных людей, одежду и инструменты на наличие радиоактивного загрязнения. И здесь стандартный ДП-5 не подходит. Его счетчик хорошо чувствует гамма-излучение, но плохо регистрирует мягкое бета. Именно то, что остается на поверхности кожи и тканей. Поэтому в ДП-5М применили торцевой счетчик с тонким слюдяным окном. Им можно работать практически в упор, обследуя поверхность и выявляя даже слабые загрязнения. В первую очередь обычно проверяют руки, лицо, волосы, одежду и обувь. В итоге ДП-5М стал не прибором разведки, а инструментом осмотра. Им проверяли раненых, контролировали санитарную обработку и обследовали все, что могло быть заражено. Также есть сведения, что ДП-5М применялся при диагностике степени тяжести острой лучевой болезни. Именно поэтому он называется медицинским. Это прибор для задач военно-медицинской службы, когда важно определить, где именно есть загрязнение, а не только оценить его уровень. За радиометром ДП-5М я гонялся года 2, если не больше. Поэтому я безумно рад, что моя коллекция наконец пополнилась таким редким и интересным экземпляром, который отлично дополняет линейку ДП-5 и позволяет взглянуть на нее немного с другой стороны. Если вам было интересно, обязательно напишите в комментариях, какие у вас есть мысли по поводу радиометра ДП-5М и особенности его работы. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр и не забудьте поставить свой лайк.